Всем привет! Вы любители науки? С вами лаборатория «Друзья». Да, и вам нужно обязательно к нам. Держи вилку. Зачем? Держи вилку. Просто я подумал, можно ли сделать эксперимент из вилок. А еще мы хотим не просто показать эксперимент, а сделать то, чем вы можете радовать своих друзей в какой-нибудь компании. И чтобы этот эксперимент получился, нам нужно разобраться с самого начала. Мы попробуем сделать из обычной пробки, которую можно найти на каждой кухне, что-нибудь удивительное. И обязательно связанное с наукой. Но для начала вы поймете, о чем мы говорим. Я сейчас проведу с тобой опыт. Давай. Сможешь ли ты руки по швам Ага. и поднять правую ногу в сторону? Правую? Да. Могу вот. О, он стоит на одной ноге. А правую руку в сторону. О, он снова стоит. Устойчивое положение. А в другую сторону? Давай. Пожалуйста. Стоишь. Чего Прекрасно. удивительно? Вставай ко мне. Угу. Смотрите, друзья мои, этот опыт можно проводить с друзьями в веселой компании. Они будут в восторге. Я плотно к тебе прижался. Поднимай правую ногу. Поднимай. Ага, не может. Нет, надо устоять. Давай еще раз. Правую ногу. Я не могу А стоять. почему? Да я же знаю почему. А почему? Я же знаю. Потому что, когда я поднимаю свою ногу, то мне, чтобы устоять на одной ноге, мне обязательно нужно отклониться вот так. Да, видели, он, когда поднимает ногу, давай, он смещает свое тело в противоположную сторону. А почему? А потому что мы сегодня как раз и поговорим о центре тяжести. Да, центр тяжести — это штука, которая есть у любого предмета, и где она находится, ваша задача ее как раз найти. Ну что же, и чтобы этот эксперимент получился, смотри, я сейчас... Мне нужен маркер. Я тебе удивительную штуку сейчас покажу сначала. Смотри, Давай. сейчас ты удивишься и скажешь, что я крутой. Давай. Смотри, сейчас эта пробка устоит прямо на краешке бутылки. Готов? Ну-ка, давайте, смотрите. Раз, два, три. три. И вот смотрите, как пробка стоит. Что, ну упала? что ли? Подожди. Ты обещал. Это не та просто пробка, у меня специально вот это. Итак, вот. пробку он сейчас поставит на краешек бутылки. Еще раз Готово. смотрим. Раз, два, два, три. А! Дамы и господа, да что ж такое? Ты что, Подожди, творишь? это не снова не та, вот это, наверное. Раз, На краешке два, бутылки пробка стоит три. на ваших глазах. ой. Что-то у тебя не А получается. теперь, кстати, нужно, наверное, брать маркер и объяснять, почему она не стоит. У любого тела. Тело, нарисуй У тело. любого тела, вот пускай будет. Это прямое тело, Это будет вот такое. это худое тело. Оп. Вот это будет тело. У него есть центр тяжести. Центр тяжести находится не обязательно в центре тела. У человека центр тяжести находится вот примерно вот здесь в области бедер. Попы? В области бедер, на культурно говорить. Когда мы поднимаем ногу, то мы обязательно должны скомпенсировать вес этой ноги, которая нас заставляет упасть в противоположную сторону, например, подняв руку сюда или отклонив все свое тело вот в эту сторону, вот сюда. В общем, мы должны каким-то образом скомпенсировать вес, который распределяется равномерно от центра тяжести. Видите, в чем сложность? Все, я понял. Сейчас смотри, значит, моей пробки как раз не хватало, знаешь чего? Чего? Рук. А, У давай. нее же есть только туловище, а нет рук. Сейчас, смотри, я приделаю руки. Приделываем руки к пробке. Ну что, устоит сейчас, как ты думаешь? Но мне кажется, это слишком просто. Просто? Да. Да, усложним? У пробки нет ног. Давайте сделаем ей ноги. Сейчас, смотри, тогда я возьму булавку и приделаю ей, ну, у меня только одна булавка. Но тем сложнее ей жить. И мы сейчас посмотрим, что будет, если даже с одной ногой можно что-то сделать. Готов? Сейчас попробую установить. Раз, два. Готов? Да. Есть! Вау! Ту-ду-ту! Внимание, пробка стоит на одной ноге. Если я ее чуть-чуть качну, то вы увидите, какая устойчивость. Что же произошло? Ну, все очень-очень просто. Соответственно, вилки у нас превратились, знаешь, в кого? Во что? Страшное слово балансиры. Представим, что вот эта точка опоры, вот это сама ножка пробки, вот это сама пробка. И если вилки воткнуть в нее вот так вот, то центр тяжести находится уже не здесь. Он смещается примерно вот сюда. То есть он сместился ниже точки опоры. Да, вот центр, буква С, центр тяжести.
Именно поэтому пробка сбалансирована, и он ее держит, она находится в очень устойчивом состоянии. Если взять, например, пробку и подвесить гирю гораздо ниже ее, вот такую вот гирю, например, вот такую гирю 16 килограмм, то пробка тогда будет стоять на самой тоненькой бутылке гораздо устойчивее, чем просто без гири. Может ли она устоять без вот этой нашей ножки? Но мы понимаем, что если центр тяжести все-таки находится ниже, то даже без ножки пробка устоит обязательно. Проверяем, будет ли стоять наша пробка без булавки. Ну, так и, по-моему, еще проще, потому что центр тяжести сместился еще ниже. Проведем смертельный эксперимент. Устанавливаем Пробку на край бутылки. Сейчас мы будем из бутылки наливать в стакан воду. Как поведет себя пробка? Обратите внимание. Давай. Я не знаю, может не получится, она упадет, наверное. Центр тяжести пробки все равно находится под ней, прям под самой пробкой. Он смещается одновременно с бутылкой. И спокойно мы наливаем водичку. Хватит, хватит, хватит. Опа! Теперь выравниваем, и пробка возвращается в свое первоначальное состояние сама, потому что у нее есть подвижность. Ну а вообще самое красивое явление, которое мы делали у нас на канале, это вот, смотрите, это такая каруселька. Воу! Пробка балансирует и очень красиво кружится вокруг бутылки. Вот такие чудеса эквилибристики, дамы и господа. Повторяйте этот эксперимент дома, подписывайтесь на наш канал и не забывайте поставить лайк. Это поможет в продвижении этого видео и способствует еще большему количеству экспериментов. Вау! Мы следим за тобой.